Привет, друзья! Вот скажите, кто-нибудь из вас покупал смартфон, а после совсем не пользовался его камерами? Ответ очевиден. Камеры смартфонов сейчас это не просто инструмент для развлечения, они выполняют уйму полезных функций. В этом видео 33 смартфона с лучшими камерами на данный момент. Оценки смартфона выставлены специалистами из лаборатории DxOMark. Лаборатория DX выставляет оценки, основываясь на конкретных тестах, учитывая главные параметры камеры. Во-первых, фотосъемка, состоящая из 9 тестов. Экспозиция, цвет, автофокус, текстура, шумы, артефакты, ночная съемка, боке и качество фото при предпросмотре. Во-вторых, это зум и качество фото при увеличении. В-третьих, фотосъемка, состоящая из 7 тестов. Экспозиция, цвет, автофокус, текстура, шумы, артефакты и стабилизация. Так что смотри это видео до конца и будешь в курсе, кто снимает лучше. Поехали! Как я уже говорил, топ будет большим, поэтому вкратце по каждому смартфону. 33 место Google Pixel 5, дата выхода на рынок октябрь 2020 года, средняя цена $670. Pixel 5 сохраняет свои позиции благодаря впечатляющей программной мощности. Более того, он обеспечивает приятное видео с особенно впечатляющей автофокусировкой и стабилизацией, что делает Google Pixel 5 компетентным устройством для фотосъемки на смартфоне за свои деньги. Смартфон получил 129 баллов за фото, 49 за зум и 107 баллов за видео. Общий балл смартфона 120. Тридцать вторая позиция рейтинга Asus Zenfone 8. Вышел смартфон в мае 2021 года и приобрести его можно за $630. Хотя это не лучший вариант, чтобы увеличивать или уменьшать масштаб фото, зато Zenfone 8 очень хорошо работает в категории видео и фотографий в стандартном режиме. Смартфон получил 126 баллов за фото, 54 за зум и 108 баллов за видео. Общий балл смартфона 120. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G на Exynos, который вышел в январе 2021 года, его все же обошел. Правда и цена при этом на смартфон одна из самых больших, что для 31 места в рейтинге перебор. $1100. Нет сомнений в том, что Samsung Galaxy S21 Ultra 5G захватывающее устройство с мощным чипсетом и впечатляющим дисплеем. Но если говорить про камеры, то за такие деньги есть много куда более лучших вариантов, даже из десятки лидеров этого рейтинга. Тем не менее, смартфон получил 128 баллов за фото, 76 за зум и 98 баллов за видео. Общий балл смартфона 121. Тридцатку лидеров смартфонов с лучшей камерой по версии DxOMark открывает Oppo Reno 6 Pro Plus, который вышел в свет в мае 2021 года по цене в $600. Основная камера использует датчик на 50 мегапикселей в основном модуле, а в режиме видео Oppo может записывать кадры 4К со скоростью до 60 кадров в секунду. У смартфона отличный автофокус, который быстро реагирует и легко настраивается. Ему досталось 126 баллов за фото, 64 за зум и целых 108 баллов за видео. Но общий балл такой же, как у Galaxy S21 Ultra на Exynos, а точнее 121 балл. 29 место топа Huawei Mate 30 Pro появился аж в сентябре 2019 года, а сейчас его цена в среднем $900. Камера Mate 30 Pro способна идеально сбалансировать параметры съемки. Также она способна записывать хорошую текстуру и детализацию практически в любых условиях, сохраняя при этом низкий уровень шума. 132 балла за фото, 100 баллов за видео, а общий балл смартфона 121. И всего на 1 балл его обошел собрат Honor V30 Pro, который также вышел в 2019 году только в ноябре. Но при этом его цена куда приятнее – $650.
Смартфон обеспечивает сопоставимое или даже лучшее качество изображения, чем некоторые из более дорогих флагманских конкурентов, с отличным зумом, боке и фото ночью. Однако некоторые очень незначительные нестабильности автофокуса помешали ему занять строчку выше. За фото смартфон получил 133 балла и 100 баллов за видео. Общий балл 122. И это 28 место лучших камерафонов. Двадцать седьмую и 26-ю строчку рейтинга занимают представители яблочного бренда. Apple iPhone 12 октябрь 2020 $800 и iPhone 12 mini, вышедший также в октябре 2020 года за $720. Камеры этих смартфонов в представлении не нуждаются. С фотовозможностями iPhone всегда справляются отлично. Оценки они получили следующие. 132 балла за фото получил iPhone 12, так же как iPhone 12 mini. Zoom 41, видео 112. 122 балла – общий рейтинг двух моделей от Apple. Правда, iPhone 12 занял строчку выше и скорее всего за разницы в цене. На 25 месте снова Samsung Galaxy S21 Ultra, только версия на Snapdragon. Смартфон обошел своего коллегу на процессоре Exynos на 6 позиций. Вышел он в январе 2021 года по цене $1200. Камера на базе Snapdragon обеспечивает лучшие результаты по автофокусировке, текстуре и стабилизации. С другой стороны, шума немного больше, чем на международной версии на Exynos. В целом, камера обеспечивает яркие цвета и приятные оттенки кожи с общей цветопередачей аналогичной модели на Exynos. За фото смартфон получил 129 баллов, это на 1 балл больше, чем у версии на Exynos. 78 баллов за зум, в то время как его собрат набрал 76. Из-за качества видеосъемки смартфон получает 102 балла. Версия же на Exynos получила 98 баллов за видеосъемку. Общий балл смартфона 123. 25 место рейтинга камерафонов. 24-я строчка рейтинга лучших камерафонов Huawei Mate 30 Pro, только версия 5G. Начало продаж сентябрь 2019 года. Старичок все еще хорош, но цена его все так же велика в районе $1000. Задняя камера объединяет 4 отдельных модуля, включая датчик TOF для трехмерного измерения глубины. Основная широкоугольная камера оснащена 40-мегапиксельным датчиком и объективом с диафрагмой f1.7. В телекамере используется трехкратный объектив, а также есть сверхширокоугольная камера с большим сенсором и светосилой 1.8. 134 балла за качество фотографий и 102 балла за видеосъемку. Общий балл смартфона 123. А следующий смартфон от Samsung один из самых дорогих в рейтинге, но не самыми крутыми камерами. Его дороговизна скорее из-за инновационных технологий. Это Galaxy Z Fold 3 5G, который вышел совсем недавно, $1700 и 21 место среди камерафонов. В отделе фотографий он оснащен тройной задней камерой, включая стандартные сверхширокоугольные и телеобъективы. Все три камеры имеют 12 мегапикселей. Телеобъектив предлагает двукратный оптический зум для более точной съемки. Видео Z Fold 3 5G записывает в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. За фото смартфону достается 134 балла, что совсем неплохо. 66 баллов за зум и 103 балла за видеосъемку. Общий балл смартфона 123, и это 23 место. OnePlus 9 Pro, который вышел в марте 2021 года с ценой в районе $900, занял 22 место среди смартфонов с лучшей камерой. Смартфон имеет точный баланс белого в любых условиях. В основном высокий уровень детализации, особенно на фотографиях на открытом воздухе, а также быстрый и точный автофокус и эффективную стабилизацию видео. 129 баллов за фотосъемку, 68 баллов за зум, за видеосъемку смартфон получает 108 баллов. Общий балл смартфона 124, и это 22 место рейтинга.
На 21 месте расположился iPhone 11 Pro Max. Вышел в сентябре 2019 года, а средняя цена на него $950. Но при покупке iPhone нужно учитывать, что это один из тех смартфонов, который с годами не так уж сильно теряет в цене. Apple iPhone 11 Pro Max остается очень привлекательным вариантом, но с тех пор, как он был выпущен, он немного потерял свои позиции по сравнению с лучшими конкурентами. Смартфон получает 132 балла за фото, за зум ему досталось 59 баллов, а за видеосъемку 109 баллов. 124 общий балл за камеры смартфона. Итак, 20 место Honor 30 Plus. Дата выхода на рынок апрель 2020 года, средняя цена $750. Камера смартфона имеет широкий динамический диапазон и баланс белого, а также ему существенно быстрая автофокусировка, хорошая детализация, оценка глубины. Оценка смартфона тоже достойная. 136 баллов за фото и 104 за видео. Общий балл 125. И это 20-я позиция среди всех смартфонов. На 19-й строчке рейтинга разместился Samsung Galaxy S20 Ultra 5G на Exynos. Смартфон 2020 года с ценой $700. Стабильно хорошая экспозиция, цвет и детализация делают Samsung Galaxy S20 Ultra на Exynos хорошим и универсальным для фотографий на смартфоне. Особенно впечатляют его сверхширокая камера и эффекты боке в портретном режиме. 128 баллов оценка за качество фото, 88 за зум и 106 баллов за качество видеосъемки. Общий балл смартфона 126. На 18-й позиции разместился Oppo Find X2 Pro. Смартфон вышел в мае 2020 года, а цена его в районе $1100. Мы и раньше видели отличные камеры смартфонов от Oppo, но Find X2 Pro до сих пор является шедевром китайской компании. Независимо от того, снимаете ли вы в солнечный день на улице или в тускло освещенном ресторане, Find 2X Pro вряд ли вас разочарует. За качество фото смартфон получает 129 баллов, 85 баллов за зум и 107 баллов за качество видео, 126 общий балл смартфона, и это 18 место лучших. А следующий смартфон, который разместился на 17 месте камерафонов, от известного бренда Xiaomi Mi 10 Pro. Смартфон вышел в феврале 2020 года по цене $900. Что касаемо камеры, флагман использует сенсор на 108 мегапикселей в своем основном модуле в сочетании со сверхширокоугольной камерой на 20 мегапикселей, а также двумя телеобъективами для оптического качества изображения от широкоугольного до длинного телефото. 130 баллов за фотовозможности, за зум смартфон получил 89 баллов, а за видеосъемку 110 баллов. Общая оценка камер смартфона 128. Vivo X60 Pro Plus вышел на рынок в декабре 2020 и занял 16 место смартфонов с лучшей камерой. Цена на смартфон $700. Камера Vivo X60 Pro Plus делает отличные снимки в широком диапазоне условий освещения. Хорошая экспозиция, широкий динамический диапазон, точный баланс белого и высокая детализация. Все это достойно внимания. Смартфон получил 131 балл за качество фото, 84 за зум и 110 баллов за видеосъемку. 128 общий балл смартфона, 16 место рейтинга. На 15 месте расположился Apple iPhone 12 Pro, который вышел в октябре 2020 года по цене в $1000. Его производительность фотографий стабильна по всем параметрам и во многих областях немного лучше, чем у прошлой версии 11 Pro Max. Смартфон выделяется своим видеорежимом, который благодаря технологии Dolby Vision предлагает более широкий динамический диапазон, чем у многих конкурирующих телефонов. Видео смартфон снимает в 4К с частотой до 60 кадров в секунду.
Смартфон получил 135 баллов за фото, 66 за зум и 112 баллов за видео. Общий балл смартфона 128, и это 15 место рейтинга. На 14 позиции разместился его старший брат Apple iPhone 12 Pro Max, который вышел также в октябре 2020 года, но цена в $1100. Качество изображений очень хорошее, автофокус молниеносный и точный, детализация высокая, а цвета в целом приятные. Динамический диапазон смартфона мог бы быть и лучше, но мобильные фотографы в целом должны остаться довольны. Видео смартфон так же как и 12 Pro снимает в 4К Dolby Vision HDR с частотой до 60 кадров в секунду. Смартфон получил 138 баллов за фото, за зум ему достается 68 баллов, а за качество видеосъемки 113 баллов. 130 общий балл смартфона, 14 место лучших камерафонов. Тринадцатое место рейтинга занимает снова яблочные представители. Оба смартфона вышли в сентябре 2021 года, и это Apple iPhone 13 mini по цене в $900 и Apple iPhone 13 по цене в $970. Оба смартфона отлично себя показывают во всех направлениях. Точная экспозиция, приятные цвета и баланс белого, приятные оттенки кожи даже в сложных сценах с контровым освещением. Хорошая детализация при дневном свете, а также точная и стабильная стабилизация. При этом оба смартфона снимают 4К или Full HD видео до 60 кадров в секунду HDR с Dolby Vision. Смартфоны получают одинаковые оценки. 138 баллов за фото, 55 за зум и 117 баллов за видео. Общий балл обоих смартфонов 130 баллов. Топ-12 занял Vivo X50 Pro Plus, дата выхода на рынок июль 2020 года, а приобрести его можно за $650. X50 Pro Plus имеет установку с 4 камерами, как и более старый X50 Pro, но не предлагает замечательной стабилизации. Тем не менее, его характеристики многообещающие. Основная камера на 50 мегапикселей с обычной оптической стабилизацией, средний телеобъектив помещает 32-мегапиксельную матрицу со светосилой 2.1, а широкоугольный модуль на 13 мегапикселей. Видео 8К или 4К при 30 кадрах в секунду. 8К за такую стоимость сможет предложить не каждый смартфон. 133 балла за качество фотографии, 88 за увеличение и 108 баллов за видеосъемку. Общий балл смартфона 131. Топ-11 открывает Oppo Find X3 Pro. Смартфон поступил в продажу в марте 2021 года по цене $1100. Oppo Find X3 Pro – это топовый флагман бренда на 2021 год, созданный, чтобы конкурировать с лучшими высокопроизводительными устройствами и с ценой, которая позиционирует его в сегменте ультра премиум. Качество камер демонстрирует яркие и приятные цвета. Хороший компромисс между текстурой и шумом на сверхшироких фотографиях, точная оценка глубины и эффективная стабилизация видео. Максимальное разрешение видео 4К при 60 кадрах в секунду. За фото смартфону досталось 139 баллов, 71 балл за зум и 111 баллов за видео. 131 общий балл смартфона, 11 место в рейтинге. И прежде чем мы перейдем к десятке лучших, обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Так ты поможешь продвижению этого канала, а я смогу делать для тебя больше интересных и качественных роликов. Huawei P40 Pro, вышедший в марте 2020 года по цене в $1000,
занял 10 место рейтинга. Смартфон по-прежнему предлагает одну из самых лучших камер, которые вы можете найти на смартфоне. За исключением некоторых проблем с цветопередачей, качество изображения на основной камере превосходное по всем параметрам. Huawei также обеспечивает превосходный баланс текстура, шумы и очень хорошее общее изображение со сверхширокоугольной камерой. Однако широкоугольник не такой широкий, как у многих конкурентов. 4К видео до 60 кадров в секунду, а по умолчанию широкоугольная камера снимает Full HD при 30 кадрах в секунду. 139 баллов за фотографию, 86 за увеличение и 113 за видеосъемку. Общий балл за камеры смартфона 132. На 9 месте расположился Xiaomi Mi 10 Ultra, который вышел в августе 2020 года по цене $800. Основная камера смартфона использует 48-мегапиксельный датчик. Длинный телеобъектив стабилизирован и имеет ошеломляющее эквивалентное фокусное расстояние 120 мм. Xiaomi также улучшили сверхширокоугольную камеру. Он предлагает оптическое фокусное расстояние и один из самых широких углов обзора среди всех камер. Видео смартфон способен записывать в 8К при 24 кадрах в секунду или 4К при 30-60 кадрах в секунду. 136 баллов оценка за качество фото, за зум смартфон получает 101 балл, а за качество видеосъемки 110 баллов. 133 это оценка за фото-видео возможности этой камеры. Asus Smartphone for Snapdragon Insiders за $1500 вышел в июле 2021 года и забрал 8 место среди лучших камерафонов на данный момент. Это смартфон для участников программы Snapdragon Insiders. Представляет собой устройство флагманского уровня. Смартфон разработан Asus и доступен для покупки в онлайн-магазине Asus и у торговых представителей. Телефон построен на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 888 и призван подчеркнуть, на что способна платформа Snapdragon, настроена ее собственными создателями. Смартфону доступна видеосъемка в 8К при 30 кадрах в секунду. Набрал он 142 балла за фото, 74 за зум и 111 баллов за видео. 133 общая оценка смартфона, и это 8 место топа. Совсем свежий Google Pixel 6 Pro, который стал дико обсуждаемым на просторах интернета, удостоился 7-й позиции рейтинга. Смартфон появился в октябре 2021 года по стартовой цене в $900. Плюсы: красивые и точные цвета, быстрая и точная автофокусировка, превосходная детализация при съемке на большом расстоянии, хорошая экспозиция и широкий динамический диапазон. Минусы: эффект размытия боке не виден при предварительном предпросмотре, а сверхширокая камера не такая широкая, как у конкурентов. Смартфон снимает 4К при 30 или 60 кадрах в секунду. Целых 143 балла за фотографию, 71 за зум, а за видеосъемку смартфон получил 115 баллов. 135 общий балл камер Pixel 6 Pro. Итак, на 6-м месте смартфонов с лучшей камерой разместился Huawei Mate 40 Pro. Вышел он в октябре 2020 года по цене в $1100. P40 Pro особенно впечатляет динамическим диапазоном, обеспечивая хорошее сохранение яркости даже при слабом освещении, с чем постоянно борются многие флагманские телефоны. Это делает его отличным выбором для любого вида фотографий, тем более при слабом освещении. Huawei более чем способен справиться с любой фотографической задачей, которую вы ему бросите. 8К видео смартфон не снимает, но на отличные 4К до 60 кадров в секунду можно рассчитывать. Смартфон получил 140 баллов за фото, 88 за зум и 116 баллов за видео. Общий балл смартфона 136, 6-е место лучших камерафонов.
Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max заняли 5 и 4 место рейтинга, но отнюдь не первое, не второе и даже не третье. Смартфоны вышли в сентябре 2021 года по цене в 1000 и 1100 баксов соответственно. Обе модели используют ту же настройку камеры, как и в прошлогодних моделях iPhone 12 и 12 Pro, но они теперь поставляются с более крупными датчиками и более быстрой диафрагмой в основной камере. У сверхширокоугольного сенсора размер остался неизменным, но появилась более высокая диафрагма и система автофокусировки. Что касается телекамеры, Apple увеличила радиус действия, и теперь модели предлагают трехкратное оптическое увеличение. Смартфоны снимают видео в разрешении 4К до 60 кадров в секунду, также доступно HDR-видео с Dolby Vision. Оценки они получили одинаковые: 144 балла за фото, 66 за зум и 119 баллов за видео. Общий балл смартфонов 137, пятая и соответственно четвертая позиция в этом рейтинге. Бронзовый призер и третье место среди смартфонов с лучшей камерой получает Huawei Mate 40 Pro Plus. Смартфон вышел в октябре 2020 года по цене в $1100 и до сих пор удерживает свои позиции. Что интересно, цена на него меньше не стала. Как и в стандартном Mate 40 Pro, в основной камере модели Plus используется сенсор на 50 мегапикселей с диафрагмой 1.9. Однако Plus добавляет в микс оптическую стабилизацию изображения. Сверхширокоугольная камера тоже была усилена. Mate 40 Pro Plus предлагает заметно более широкий угол обзора по сравнению с Mate 40 Pro. Однако наиболее важное различие, возможно, заключается в настройке телекамеры. В то время как Mate 40 Pro использует одну телекамеру с пятикратным увеличением, 40 Pro Plus предлагает операции между двумя камерами. Смартфон может снимать видео 4К со скоростью до 60 кадров в секунду. 144 балла за фото, 98 за зум и 115 баллов за видеосъемку. Общий балл смартфона 139, и это третье место лучших камерафонов. Серебряным призером и вторым по качеству камер по версии DxOMark стал Mi 11 Ultra. Смартфон вышел в марте 2021 года по цене в $1200. Цифры говорят все. Xiaomi Mi 11 Ultra обеспечивает рекорды для фото и видео и очень близок к вершине топа. Камеры делают этот смартфон универсальным мобильным инструментом для обработки изображения, который легко можно порекомендовать любому создателю мобильного контента. В режиме фото он очень хорошо справляется со всеми уровнями освещения, от дневных до ночных снимков и при любых настройках масштабирования. Видео можно писать в 8К при 24 кадрах в секунду или 4К при 30-60 кадрах в секунду. Смартфон получил 148 баллов за фото, 100 баллов за зум и 117 за видео. Общий балл смартфона 143, и это заслуженное второе место в рейтинге камер DxOMark. Итак, золотым призером и победителем по качеству фото и видео возможностей среди всех смартфонов по версии DxOMark стал Huawei 50 Pro, который вышел в июле 2021 года по цене, внимание, $900. Смартфон показал одни из лучших показателей камер во всех направлениях. Низкий уровень шума и широкий динамический диапазон, точный и естественный баланс белого, хорошая детализация на средней и дальней дистанции, а также стабильная и эффективная автофокусировка видео, которой он способен снимать в 4К до 60 кадров в секунду. Смартфон получает 149 баллов за фотовозможности, 107 баллов за увеличение и 116 баллов за качество видеосъемки. 144 балла за все камеры смартфона, и это лучший результат на данный момент.
Ссылки на все смартфоны, как всегда, будут в описании. Да пребудут с тобой инновации.